Всем здравствуйте, вы на канале «В гостях у Мишани». Сегодня я решил сделать кабанус. Кабанус – тонкая польская колбаска 17-18 века, созданная как калорийная, долговременная, удобная еда для походов, охоты, рыбалки и солдат. Кабанус – обычно пряная колбаса. Причем я уверен, что ответом на польский кабанус Советского Союза была охотничья колбаса. Та же легкая, калорийная, брали ее в походы, брали ее на охоту, на рыбалку, поэтому она называлась охотничья. Я просто эту колбаску адаптировал к кошерной колбасе. Я сделал ее с говядины и добавил 10% говяжьего жира. Я не стал вам показывать, я перекручиваю фарш, но фарш я перекрутил на мелкие Решетки. Интересно, я думаю, все умеют перекручивать фарш. Он немножко у меня нагрелся. Он был 10 градусов температуры. Но нам еще предстояло вымешивать фарш на колбасу. Я его подморозил. Вы можете увидеть будем считать, минус 1 градус. Да, минус 1 градус. Будем вымешивать фарш до появления белых нитей, до блеска, до липкости мяса. Тогда у нас получится идеальная, хорошая колбаса. Но будем соблюдать все температурные режимы, не превышая 8 градусов плюс. Мы взяли специи с расчета на 1 килограмм. У меня есть 1,5 килограмма. Все специи граммовки будут записаны в описании ролика и способ приготовления колбасы. Значит, мы перемешали все специи между собой, подружили. Равномерно посыпали на поверхность. Так как я вам говорил, фарш холодный, очень быстро мерзнет рука. Поэтому мы одели еще шерстяные перчатки под низ. Вот шерстяная перчатка у меня еще снизу, чтобы не мерзли руки. Потому что вымешивать нужно примерно 7-8 минут. Здесь у меня 10% от веса ледяной воды. Для чего нам нужна вода? Чтобы равномерно разошелся специй по всему фаршу и плюс, чтобы придал сочность нашему мясу. Ну давайте начнем работать. Вымешивать фарш до готовности, до того, как впитается вода, которую мы налили. Распределились равномерно наши специи до появления белых нитей, до выделения миозина природного клея мясного и до липкости мяса. Я вам все покажу в процессе. Ну, начали. Давайте начнем. Нам предстоит тяжелая работа. Фарш очень холодный. У кого есть планетарный миксер, ребят, лучше делать планетарным миксером. У меня его нет. У меня, вернее, был, но он сгорел. Планетарный миксер делает эту работу в течение 5 минут и очень хорошо вымешивает фарш. Ну, и вымешиваем так фарш до появления белых нитей. Все 8 минут вам будет неинтересно смотреть, как я буду вымешивать фарш. Ну, вот, ребята, мы вымесили наш фарш. Обратите внимание, про какие нити я говорил. Видите, вот это все нити, вот они, вот все эти нити. Фарш стал липкий очень. Обратите внимание, видите, он не падает, он липкий. Вот нити. Белковые нити.
Этот фарш очень хорошо подходит под колбасу. Ну, Поместим фарш. фарш в холодильник до утра. Да, свою температуру. Отлично, мы не превысили температуру. Температура 4 градуса. Отличный фарш. Значит, я люблю Хранить. фарш в вакуумных пакетах. Я распределяю равномерно по всем, чтобы было легче его потом охладить перед тем, как мы будем набивать в шприц. Простое, что есть. Видите, он заклеил одну сторону. Примерно нам сколько надо на наших 1,5 килограмма мяса. Давайте примерно отрежем мешочек вот так вот. Я думаю, нам достаточно будет. Фарш обязательно прикрыть пищевой пленкой. Я вакуумирую. Вакуумный пакет. Мы берем наш фарш. Только старайтесь, чтобы края пакета не намочились, иначе вакууматор его не закроет, если будут мокрые края. А если не намочились немножко, все равно протрите их. Ну, давайте. Видите, какой фарш шикарный? Вот кинете. Давайте мы наберем фарш в пакет. Одевайте всегда теплую перчатку, чтобы вам было приятно рукам работать с холодным фаршем. Все. Вот видите, вот перчаточка тепленькая. Ну и поставим наш вакууматор и выкачаем воздух с мешка. Вот начал его запаивать. Видите, наш пакет запаялся. В таком положении мы поставим в холодильник до утра при температуре плюс 4 градуса. Я всех приветствую в гостях у Мишани. Но сегодня мы доделаем наш кабанус, который начали вчера. Наш кабанус переночевал благополучно в холодильнике. Все специи подружились с нашим фаршем. Сегодня мы будем делать наш кабанус. Значит, мы набили шприц уже набитый. Подвели, взяли оболочку 20 мм, коллагеновую. Подвели мясо к цепке, чтобы не было воздуха в нашей оболочке. Сейчас мы закроем оболочку. Вот так. Вот, сейчас завяжем оболочку. Вот так. И будем набивать колбаску. Значит, колбаску мы не держим. Мы просто придерживаем, чтобы шла цепка. Вот. Видите, как идет колбаска? Ну вот, начинаем. Одну колбаску мы сделали, один кабанус, продолжаем делать другой. То же самое. Сильно не держим, потому что очень тонкая оболочка. Потихонечку. Не спешить. Потому что, повторяю, оболочка очень тонкая, она очень легко рвется. Будете спешить, вы ее порвете. Потихонечку, не спеша.
Вот так. И перевязываем. И получается у нас вот такая же колбаска такого же размера. И так всю остальную колбасу мы делаем не спеша, потихоньку набиваем оболочку. Не спешите. Значит, ребята, обязательно цепку нужно смазать этим же жиром, который есть в мясе. И одеваем вот такую вот гильзу. Вот мы одели гильзу и доводим ее до конца. Видите, как она идет? До конца цепки. Вот мы заряжаем. Вот мы заряжаем. Сколько можете. Вот так. Лишнее мы просто обрезаем. В этом месте, так как у нас все фарш уже в цепке, вот наш фарш, воздуха здесь нету, мы просто можем завязать конец оболочки, гильзы этой. Вот мы перевязали. И опять же, плавными движениями, не спеша. Оболочка очень тонкая. Это сосисочная оболочка. Это оболочка съедобная. И потихонечку, потихонечку, потихонечку вы опять ведете ваш кабанус. Сильно не придерживайте оболочку. Просто придерживайте ее легко. Как она идет, отпускаете ее. Вот мы опять. Вот раз. Вернем обратно. Значит, здесь вот наше мясо. Вот здесь мы его раз пережали. Перевязали. Вот мы ее перевязываем. Перевязываем еще вот здесь. Ребят, и перерезаем вот здесь между нитками. Все. Третий кабанус наш готов. Мы потом немножко им полежит. Мы его еще подтянем, чтобы был немножко более он жесткий и эластичный. А сейчас пока мы сделаем все наши колбаски. Когда сделаем колбаски, встретимся с вами. Наши кабанусы готовы. Посмотрите, какие они красивые. Посмотрите, какие кабанусы красивые получились у нас. Я хотел их делать 50 сантиметров, но измерил расстояние духовки. Оно всего 40 сантиметров, что в глубину, что в ширину. Значит, пользовался вот такой вот гильзой коллагенной. Ее замачивать не надо. Ее просто одеваете на цепку, подтягиваете сколько вам надо. Вот такая вот. Одеваете на цепку, не замачивая ее. Ну и отрезаете ее сколько вам надо. Я еще раз хочу повторить. Эта оболочка очень тонкая. Это сосисочная оболочка. Она очень тонкая, она съедобная и очень тонкая. Можно даже сосиски и колбаски кушать с этой оболочкой. Вы будете чувствовать такой нежный хруст. И поэтому набивать оболочки туго не надо. Надо потихоньку, не спеша, снимать с цепки потихоньку эту оболочку и наполнять. Это очень важно. Если у вас помощь есть еще одного человека, это еще лучше. Потому что одному такую вот колбаску с такой тонкой оболочкой делать тяжеловато. Можно сделать, но тяжеловато. Вот такой шедевр у нас получился. Посмотрите, какие ровные колбаски. Значит, мы их сейчас немножко на полчастика оставим снаружи, на кухню положим. Потом мы их положим на стабилизацию, на осадку на ночь в холодильник при температуре 4 градуса,
чтобы колбаска осела, чтобы мясо склеилось между собой, для осадки, чтобы мясо между собой склеилось и сформировалась колбаска. В холодильнике до утра, а утром мы с вами ее начнем варить. Но прежде чем варить, надо колбаску вынуть из холодильника, отеплить ее, чтобы она получила температуру комнатную, только тогда ее можно начинать сушить в духовке. До завтра! Ну вот, ребята, наша колбаса после холодильника отеплилась до 25 градусов. Сейчас она проходит первый этап – сушка при температуре 45-50 градусов. Верхний и нижний тен включен, плюс конвекция. Дверь немножко приоткрытая при сушке, чтобы выходил пар. И в течение 40 минут мы будем подсушивать нашу колбасу. Мы закончили первый этап сушка. В колбасе 40 градусов. Поднимаем температуру до 80 градусов. Верхний, нижний тен включен, плюс конвекция. Этап обжарка. До достижения в колбасе 60 градусов. Мы начали третий этап – варка. Мы включили только нижний тен. Поставили кастрюлю с кипятком. Температура в духовке 75-80 градусов. Этап варка. До достижения в колбасе 68-71 градус. Все этапы очень важны. Ребята, вот наконец-то четвертый этап – это душевание, то есть охлаждение колбасы быстрое после варки. Вот видите, лед. Вот я бросаю лед. Это тоже лед с морозилки. Нам нужно остановить быстро. Понизить температуру в колбасе. Для чего это надо? Все будет написано в описании. Пятый этап приготовления колбасы после душевания я бы назвал еще стабилизация колбасы. Мы должны повесить колбасу в прохладное место, в холодильник, чтобы колбаса стабилизировалась, чтобы соки разошлись равномерно по всей колбасе и дать возможность созреть колбасе. Хотя бы 12 часов. Тогда он наберет свой вкус и будет очень вкусный. Решил колбаску подкоптить. Я ее повесил просушить, потому что копчение ложится на сухую поверхность, теплую. Но это не обязательно. Я люблю подкоптить. Колбаса проветрилась после копчения. Ночь на стабилизации провела в холодильнике. Сейчас мы ее будем пробовать. Я всех приветствую на канале в гостях у Мишани. Наконец-то пришел день, когда мы можем попробовать наши кабанусы. Я их слегка подкоптил. У кого нет возможности коптить их не надо, они уже были у нас готовы, когда мы их варили. У меня просто получились они варено копченые кабанусы. Кстати, у меня на канале есть, как я приготовил кабаносы, только не путайте кабанусы и кабаносы. Кабаносы, они делаются сыровяленые, они делаются без оболочки. Посмотрите, у меня есть ролик, где я делаю вяленые колбаски, пивчики. Значит, это у нас получились кабаносы, польские кабаносы. Я их адаптировал по своему рецепту. Я вместо свинины дал говядину. И сделал их не вяленые, а сделал их варено-копченые.
так как у меня нет возможности, где вялить колбасу. Сейчас лето, жарко, только зимой получается вялить на балконе. Летом невозможно вялить колбасу. Значит, давайте ее попробуем, что у нас получилось. Но уже по запаху и по виду, я думаю, у нас получилась очень шикарная колбаска Кабанус. Все рецепты, граммовки, принцип приготовления, для чего нужен каждый этап для варки колбасы в ролике под видео. Смотрите, пишите комментарии, а мы будем пробовать. Давайте возьмем колбаску, вот такую вот. Наш букет распался немножко, давайте правильно. И порежем ее. Так, чтобы вам было видно. Давайте мы ее вот так наискось возьмем. Значит, ребят, тут мне нечего говорить, вы сами все прекрасно видите. Монолитная колбаса, нет никаких отдельных кусочков, все вместе монолитно, посмотрите, как красиво. С жирочком она, потому что это Кабанус, должно хотя бы быть 10% жира свиного, но мы добавили говяжий жир и плюс говяжье мясо. Посмотрите, какая красота. Давайте мы с вами нарежем ее и попробуем. Вот так. Посмотрите. Никакой пустой полости у нас нету. Ни дырочек в колбасе. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас мы нарежем колбасу по хлопку. Оп! Вот, ребятки, мы нарезали колбасу. Посмотрите, какая она красивая. Посмотрите, какие вкрапления жирка. И посмотрите, какая она монолитная. Ни дырочки, ничего нету. Давайте ее попробуем на вкус. На вкус она должна быть божественная. Ой, запах. Я ее коптил на вишне. Щепа вишня. Но если у вас нет возможности коптить, она тоже пахнет очень хорошо. Когда она высохнет в холодильничке, запах у нее тоже обалденный. Специи, говяжьего мяса. Здесь просто добавляется еще запах копчености. Если вы хотите увидеть, как я копчу на 5-м этаже, в домашних условиях на балконе, пожалуйста, у меня на ролике можете посмотреть. Те же пивчики, та же ветчина любимая, та же говяжья колбаска, как я копчу, у меня есть генератор холодного копчения, который стоит на Алиэкспресс $12 всего. Если захотите, напишите, я вам все покажу, все объясню. Чем отличается генератор холодного копчения от горячего? В мангале, кстати, своем я копчу. А давайте сейчас я прямо привкушаю этот вкус. Запах обалденный. Он сочетает в себя специи, запах костра, дымка. И сразу хочется встать, взять бокал холодного красного вина или бокалчик пива пенистого. Ну, у нас сейчас день, пить рано и жарко. Давайте мы попробуем эту красоту. Боже, как это вкусно. То, что я вам говорил. Тоненькая оболочка, он придает нежный хруст в нашем кабанусе. А вкус какой насыщенный. Ребята, это авторская моя работа. Это авторский рецепт наличия специй. Это чисто я придумал этот рецепт. Вы должны попробовать сделать, и вы поймете, как это вкусно. Послушайте, какой хруст. Давайте я вам какой хруст микрофон поставлю. Послушайте, какой хруст. Это очень вкусно. У меня просто нет слов. Смотрите рецепт. Делайте дома. Шприц маленький, который стоит $5 на Алиэкспресс. И гильза
с тонкой оболочкой. Она стоит $6 на Алиэкспресс. Там 14 метров тонкой разного диаметра. Вы можете сделать сами, посмотрите мои ролики. И по моим роликам вы сами сможете сделать такую колбасу вместе со мной. Включите ролик и делайте так, как делаю я. У вас получится точно такая вкусная колбаса. Ребят, это я просто не могу объяснить. Этот шикарный вкус, насыщенный вкус говядины. Специи подобраны в норме. Специи чувствуется очень кардамон, чувствуется черный перец, душистый перец, но они не перебивают вкус мяса, потому что граммовка у меня вся рассчитана. Ребята, всем мира, всем добра, будьте добры по отношению друг к другу, любите друг друга, и вам будет счастье. Ребята, всего доброго, до свидания, подписывайтесь на мой канал, продвигайте мои видео, а мне будет очень приятно, что вы пользуетесь моими рецептами и пишите мне комментарии. Всего доброго, чао!